Россия поворачивается в сторону глобального юга, расширяется БРИКС, в НАТО фиксируется очередной кризис, зерновая сделка уходит в историю, а на Западе, в скандинавских странах, фиксируются все новые случаи осквернения Корана. Эти и другие события формировали информационную картину июля этого года. Мы снова рады вернуться в эфир. Меня зовут Дарья Лобанова, я заместитель исполнительного директора фонда Горчакова. И сегодня наш гость, советник исполнительного директора, сотрудник Института международной экономики и международных отношений ММО РАН и также профессор Высшей школы экономики Дмитрий Витальевич Тренин. Здравствуйте, Дмитрий Витальевич. Добрый день, Даша. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам за ваше время. Мы начнем тогда с ближайшего мероприятия. Сегодня мы записываем программу 26 июля. В Санкт-Петербурге открывается второй саммит Россия-Африка. МИД России сделал заявление о том, что будет подписано большое количество двусторонних документов. И результатом станет некая комплексная декларация и совместные заявления представителей стран. О каких, на ваш взгляд, договоренностях здесь идет речь и свидетельствует ли это партнерство о таких серьезных намерениях Москвы осуществить поворот не на восток, о чем говорится уже более 10 лет, а в сторону такого некого глобального юга? Даш, но я думаю, что, как обычно бывает на таких больших встречах, главное это не тот документ, который будет принят по итогам. Он, в общем, наверное, уже давно согласован. И, в общем-то, вряд ли там будут какие-то неожиданности, скажем так. Главное – это то, что само событие происходит. Да? Вот именно в эти часы слетаются президенты. Завтра, послезавтра они будут вместе с президентом Путиным обсуждать перспективы отношений России и Африки. Это серьезный поворот, или, скажем так, усиление того поворота, который наметился уже несколько лет тому назад, потому что это второй саммит Россия-Африка. Первый был в 2019 году в Сочи, сейчас второй саммит спустя 4 года. Он проходит в совсем другой обстановке, чем саммит 2019 года. Мы, Россия, находимся в состоянии острого противоборства с коллективным Западом, не только противостояния, но и активного противоборства. Война на Украине является частью этого противоборства, где мы фактически в качестве противника имеем страны коллективного Запада, использующие Украину в качестве острия копья. И, конечно, для нашей внешней политики мир как бы раскололся на две части неравных. Одна меньшая часть – это страны коллективного Запада, с которым мы находимся вот в таком жестком противоборстве. Вторая часть – это страны Азии, Африки, Латинской Америки, те страны, с которыми у нас существуют отношения партнерства, сотрудничества, те страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Это, собственно говоря, является критерием, в какой части мира с точки зрения российской внешней политики та или иная страна находится. Поворот на восток был анонсирован российским государством, вы правы, уже довольно давно. Это была попытка балансирования внешней политики России на двух исторических направлениях, западном и восточном. Но надо иметь в виду, что для нас Восток – это не только, собственно, географический восток от Москвы, но и то, что находится к югу от Москвы. К востоку мы относили Ближний Восток, который находится непосредственно вот к югу от нашей столицы, ну и то, что лежит южнее, это страны Африки и так далее. Поэтому в нынешних условиях речь идет не только о сбалансированности внешней политики, но и об использовании тех возможностей, которые сотрудничество со странами глобального юга и востока дает нашей стране в условиях жесточайших санкций со стороны Запада, в условиях, когда западные страны рвут любые отношения с Россией, включая гуманитарные, культурные и прочие. И Африка в этом смысле является континентом, где у России имеются очень серьезные и
большие заделы, которые сделаны еще Советским Союзом. Об этих заделах говорилось в последней статье, в недавней статье, которая была написана президентом Путиным специально к саммиту. Ну и кроме того, надо иметь в виду, что Африка – это континент роста. Мы, говоря о Западе и о не-Западе, должны иметь в виду, что наиболее динамичной частью мира сегодня являются страны не Запада. Именно они быстро растут и экономически, и демографически, и во многих других отношениях. И страны Африки не только являются хозяевами огромных минеральных богатств этого континента, но и являются наиболее быстро растущей частью человечества. Население стран Африки уже к 50-му году, то есть через, условно говоря, через четверть века, увеличится вдвое по сравнению с тем населением, которое мы видим сегодня. Да? Многие африканские страны уже гораздо больше по своему населению, чем Российская Федерация. Это совершенно новый мир, это огромные рынки растущие, это быстро поднимающиеся средние классы, это страны, которые будут требовать большего участия в мировых делах. И Россия, конечно, поступает абсолютно верно, ставя Африку в ряд приоритетов своей внешней политики, как это видно, ну, в частности, по концепции внешней политики, опять-таки недавно утвержденной президентом. Дмитрий Витальевич, не отходя от африканских дел, хотелось бы перейти к саммиту БРИКС, который, как ожидается, начнется 22 августа в ЮАР. Ранее мы получали новости, что наш президент принимать участие там не будет. Что касается повестки, то многие ожидали, что будет вынесен вопрос о создании какой-то новой валюты. И на ваш взгляд, можем ли мы говорить о том, что будет дан старт этому процессу дедоларизации мировой экономики, и насколько вообще мультиполярной тогда будет наша глобальная торговая система? И по вашему мнению, почему решили все же не приглашать лидеров США, Великобритании и Франции на саммит, хотя такие мысли и предложения с их стороны высказывались? Ну, я бы продолжил то, что я говорил в ответе на ваш предыдущий вопрос. Африка является совершенно естественно территорией очень активного и жесткого противоборства, конкуренции основных мировых игроков. И западные игроки приложили немало усилий для того, чтобы по возможности сократить или понизить уровень участия тех или иных африканских стран в Петербургском саммите. Западные или прозападные силы в Южноафриканской Республике оказывали влияние на правительство в Претории с тем, чтобы затруднить или сделать рискованным физическое присутствие российского президента на саммите БРИКС. Южноафриканская республика является участником статута Международного уголовного суда и в соответствии с решением суда должна была бы арестовать российского президента, если бы он появился на территории этой страны. Там была серьезная внутренняя борьба, я имею в виду там, в Южноафриканской Республике. В итоге было принято решение, что президент будет полноценно участвовать во всех мероприятиях саммита, но он сделает это удаленно. Это, конечно, пример того, что и как Запад делает для того, чтобы максимально подорвать наши отношения со странами мирового большинства, в число которых входит Африка, другие страны БРИКС, страны Азии, Латинской Америки. Запад, во-первых, сейчас активизирует свои вторичные санкции, делает упор на то, что не только на
на давление на компании, российские компании, которые работают за рубежом, но и на компании третьих стран, которые работают с российскими партнерами. И в этом смысле многие африканские страны находятся в довольно сложной ситуации. То же самое относится к странам Азии, Латинской Америки и так далее. Что касается, собственно, саммита БРИКС, проблема единой валюты, или, скажем так, единых платежных средств БРИКС, которые не зависели бы от доллара, она сохраняет свое значение. Дело в том, что, конечно, создание такой валюты или такого средства, или таких средств – дело не одного дня и ни одного саммита. Мы, очевидно, движемся в этом направлении, и, как я понимаю, повестка нынешнего, ну или, скажем, предстоящего саммита в Йоганнесбурге заключается в том, чтобы сделать упор на развитии расчетов в национальных валютах. Это шаг в том же направлении. Надо иметь в виду, что расчет в национальных валютах, с одной стороны, конечно, это шаг в сторону дедоларизации и тем самым в сторону большей свободы финансовых взаимоотношений. Но с другой стороны, в связи с тем, что курсы этих национальных валют гораздо менее стабильны, чем курсы резервных валют нынешних основных мировых, да, что возможность применения валют тех или иных стран в сделках с третьими государствами ограничена. Ну, скажем, Россия получает большое количество индийских рупий, и встает вопрос, что делать с этими индийскими рупиями. Да? Это в качестве просто примера. Но, тем не менее, издержки велики, но, тем не менее, с точки зрения финансовой безопасности, национальной безопасности в целом и строительства элементов нового миропорядка, дедоларизация и рядом с дедоларизацией появление альтернативных валют или альтернативных платежных средств или альтернативных путей международных расчетов является, ну, скажем, важнейшей задачей, на мой взгляд, такого глобального форума или практически организации, как БРИКС. И что касается попыток Запада как-то расшатать БРИКС, найти там трещины между различными государствами, ну, например, между Индией и Китаем, что любимая, так сказать, трещина, которую пытаются всячески эксплуатировать американцы и другие западники. Конечно, они будут стремиться к этому, в том числе путем непосредственного появления на площадке БРИКС. Мне неизвестно о просьбе американского президента или британского премьера или немецкого канцлера присутствовать на Йоганнесбургской встрече, но президент Франции официально такую заявку подал президенту Южноафриканской Республики. Россия публично заявила, что считает такое участие для России неприемлемым, нежелательным. Как я понимаю, французскому президенту отказано в том, чтобы он появился на площадке БРИКС. Действительно, была бы очень злая ирония в том, что российский президент не смог бы приехать, а французского президента пригласили бы. Так что я думаю, БРИКС сам будет решать, кого приглашать, и попытки со стороны Запада каким-то образом подорвать единство БРИКС, внести какой-то раскол, разлад и представить какие-то свои альтернативы на площадке БРИКС, я думаю, пока что будут наталкиваться на неприятие не только со стороны России, но и со стороны других стран, ну, например, Китая. Я не думаю, что Китай в восторге был бы от присутствия западных стран на той площадке, где Китай является крупнейшей экономикой. Дмитрий Витальевич, хотелось бы еще один саммит затронуть, это саммит НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля. Как ожидалось, он оставил много вопросов, на которые у многих экспертов нет четких ответов. По вашему мнению,
развитие блока дальнейшее и вообще его судьба, каковы? Насколько возможно расширение блока? Как он будет вообще в будущем выглядеть, трансформироваться, или он будет просто, не знаю, совершенно иной вид иметь, потому что в следующем году, мы знаем, отмечается уже 75 лет. Мировые процессы таковы, что ситуация меняется, и мы видим, что вызовы, они все новые и новые появляются. Те же вызовы с участием Финляндии и Швеции, сколько было разговоров по этому поводу. И как вы считаете, насколько вступление Финляндии и Швеции в блок с военной точки зрения осложняют вообще позиции Москвы с точки зрения обеспечения своей собственной безопасности? Ну, давайте к последнему сразу обратимся. Ну, разумеется, вступление в НАТО Финляндии с ее границей с Российской Федерацией, общей границей протяженностью порядка 1300 километров, конечно, это фактор, который российское военное планирование, стратегическое планирование обязано учитывать и учитывает. Многое будет зависеть от того, какое качество приобретет участие Финляндии в блоке НАТО, будут там размещены, не будут там размещены американские базы, будет там ядерное оружие, не будет ядерного оружия, что будут из себя представлять войска Финляндии и так далее. Но в целом потенциальная возможность всего того, что я сказал, и американских баз, и ядерного оружия и так далее, и повышение мощи, собственно, финских вооруженных сил, все это необходимо учитывать. Сегодня нет, завтра может появиться. Так что это фактор, который делает, скажем так, более сложным обеспечение безопасности Российской Федерации на северо-западном направлении. Швецию давно, и во времена Холодной войны, когда она была формально нейтральной, считали в Москве незадекларированным членом НАТО. Шведская армия всегда училась и готовилась к возможной войне против России. И здесь тоже никаких иллюзий у России насчет нейтральности Швеции в ходе Холодной войны в Москве не было. Это, конечно, меняет ситуацию, достаточно серьезно меняет ситуацию, но Российская Федерация сейчас вынуждена рассматривать ситуацию в Европе в целом принципиально иначе, чем это было, скажем, еще 10 лет тому назад. 10 лет тому назад, или чуть больше, 15 лет тому назад, мы исходили из того, что большой войны в Европе, скорее всего, не будет, или вероятность очень невелика. Сейчас мы видим, что перспектива вооруженного столкновения России и НАТО, или России и стран-членов НАТО, вполне реальна. Возможность применения ядерного оружия существует. Мы смотрим на Европу как на потенциальный, к сожалению, как на потенциальный театр войны. И сделаем все, чтобы эта война не случилась. И в этой связи очень важно добиться стратегического успеха, или, проще говоря, победы на Украине. Если Россия сможет, в чем я абсолютно убежден, достичь успеха на Украине, добиться своих основных целей в этом вооруженном конфликте, то тогда наши отношения с коллективным Западом в Европе будут, для нас, скажем так, более приемлемыми. Это не будут отношения в обозримой перспективе такого мирного сосуществования, скорее это будет такое холодное противостояние, но это будет противостояние, в котором Россия будет выступать сильной стороной, способной самостоятельно обеспечить свои интересы безопасности. Другие варианты, которые я не буду рассматривать, и я не считаю их вероятными, сделают нашу безопасность не только на северо-западе, но и в целом на Западе довольно проблематичным делом. Так что есть большой вопрос здесь. Я думаю, что
ближайший год, ближайшие 1,5, может быть, 2 года – это то время, когда мы можем предполагать достижение конечного результата специальной военной операции. И я еще раз говорю, я рассчитываю на то, что результат будет в пользу России. 18 июля, как стало известно, Россия завершила свое участие или реализацию так называемой зерновой сделки. Хотелось бы процитировать в этой связи президента Путина. Он сказал, что сделка по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины. Конец цитаты. На ваш профессиональный взгляд, Дмитрий Витальевич, получала ли Россия какие-либо собственные выгоды от реализации данной сделки и о чем могут свидетельствовать настойчивые призывы, которые мы получаем со стороны Запада к Москве, вернуться к реализации договоренностей? Ну, в этой сделке есть часть видимая глазу и, очевидно, часть глазу невидимая. Россия трижды продлевала сделку. На мой взгляд, она продлевала ее не из-за собственной слабости, не из-за боязни кого-то обидеть. Очевидно, были какие-то причины, не только надежды на то, что западная сторона будет выполнять свои обещания. Я думаю, таких надежд уже скоро не осталось. Были, очевидно, какие-то, не очевидно, были, вероятно, какие-то другие резоны. Ну, в частности, я бы мог предположить, что одним из крупнейших бенефициаров этой сделки была Турция. И отношения с Турцией в течение, ну, наверное, всего конфликта вооруженного на Украине имели для нас и продолжают иметь очень большое значение. В последнее время мы видим поворот турецкой политики, возможно, под влиянием внутренних факторов, экономического положения, финансового положения Турции, больше в сторону Запада. Ну, наверное, такой поворот не был проигнорирован в Москве. И, кроме того, Россия, я думаю, нашла аргументы, в соответствии с которыми страны-получатели зерна, не только западные страны, но и страны, скажем, Азии, Ближнего Востока, которые также получали и российское зерно, и украинское зерно. Эти страны, скажем так, более позитивно отнеслись к российскому решению выйти из сделки. Я имею в виду прежде всего Китай, на который приходилась какая-то часть, ну, не очень большая, но не очень маленькая, того зерна, которое экспортировала Украина по Черному морю. Наверное, Китаю были даны какие-то заверения, какие-то гарантии. И Китай, в общем, довольно спокойно воспринял выход России из этой сделки. Я бы сказал, что выход России из сделки является также началом, я бы сказал, нового этапа с российской стороны в специальной военной операции. Я имею в виду удары по портам, черноморским портам Украины, которые раньше не подвергались ракетно-бомбовым ударам с российской стороны, поскольку они были, ну, формально-неформально защищены сделкой. Так что мы видим в известной степени эскалацию ситуации, но я еще раз должен подчеркнуть, что эскалация эта произошла в результате постоянного игнорирования западными участниками сделки, они не прямые участники, но, скажем так, косвенные участники этой сделки, российских интересов, своих собственных заверений и обещаний. И
также являются ответом на, в известной степени, может быть, это больше для публики, но для публики прозвучало, что это также ответ на удары Украины, террористические атаки, на Крымский мост и другие атаки, которые украинцы совершали, в частности, в отношении Крыма. И это стало, в общем, ответом. Но, на мой взгляд, все-таки основная причина была не в том, чтобы продемонстрировать российской общественности, что российское правительство, российское руководство не дает спуску противникам. Основная причина заключалась в том, что Запад не выполнил своих обещаний, и Россия, несмотря на то, что она несколько раз в прошлом была готова жить обещаниями, заверениями, в надежде, что они будут реализованы, в надежде, что в Турции сохранится, как я представляю себе, сохранится у власти президент Эрдоган сейчас, когда он получил новый мандат на правление. Эта задача уже не стоит. В Турции есть президент, с которым при всех его минусах и при всех его плюсах президент России умеет общаться, умеет обращаться. Сейчас такой необходимости в поддержке, косвенной поддержке Турции через эту сделку нет. Спасибо, Дмитрий Витальевич. Завершить хотелось бы исламской темой, а именно осквернением Корана, которое происходило некоторое время назад в шведских и датских городах. Этот акт сопровождался тем, что шведская полиция, допустим, заявляла, что не может запретить сжигание священной книги из-за опасений по поводу свободы выражения мнений теми людьми, которые это делали. И если говорить о, скажем, там, даже не политическом смысле, а в целом вот всей этой истории с самими акциями, как вам кажется, что здесь стоит или кто стоит за тем, чтобы совершать подобные вещи, которые, безусловно, наносят имиджевый, очень серьезный ущерб по всем, наверное, и внутренним процессам, и религиозным процессам. И можно ли, с вашей точки зрения, как-то решить эту дипломатическую проблему профессионально с выходками, потому как мы видим, что эта ситуация усугубляется и влияет на другие процессы, связанные с тем же вступлением в НАТО? Ну, я не думаю, что за этими акциями стоит какая-то скрытая сила такого государственного характера или даже политического характера, какая-то партия или какая-то часть государства, глубинного государства или государства, так сказать, надстроечного. Не думаю. Мы с вами помним, какой фурор произвели в свое время карикатуры на пророка Мухаммеда, которые появились в датской прессе. Наверное, речь идет о том, что в современном западном обществе, особенно в тех странах, которые славятся и культивируют образ максимальной свободы, в том числе свободы самовыражения, это скандинавские страны, вот как бы визитной карточкой этих стран является, ну, не хотелось бы употреблять слово, но где-то близко к вседозволенности. Да? Вот все дозволено, очень много, скажем, дозволено, ну, конечно, не все, но многое очень дозволено. И это считается частью, вот, ну, скажем так, образа современной общественной свободы. Правительства стран Скандинавии вряд ли особенно довольны такими акциями, когда в знак протеста толпа в Багдаде берет штурмом посольство Швеции, ну, конечно, шведский МИД не может особенно этому радоваться.
когда те или иные деятели, причастные к антиисламским выходкам или организующие антиисламские выходки, объявляются противниками ислама и объявляются вне закона теми или иными исламскими авторитетами, то им нужно назначать охрану и так далее. То есть есть много проблем, которые эта свобода порождает. Но правительства стран Скандинавии являются не столько лидерами, сколько последователями. Да? Они идут не впереди, а позади общественного движения, да, в этих вопросах. И они вынуждены учитывать в своих действиях влияние тех или иных сил, которые, может быть, не представляют большинство населения в той же самой Дании или в той же самой Швеции. Но принцип того, что вот свобода самовыражения абсолютна, что она не может быть и не должна быть никаким образом ограничена, является неприкосновенным. И правительство вынуждено с этим мириться. На мой взгляд, эта ситуация показывает, что вот нынешняя эволюция западных обществ не только в том направлении, о котором мы сейчас говорим, но и по целому ряду других направлений, ну, в частности, гендерная политика и так далее, да, перешла какие-то границы того, что можно было бы назвать разумным. И создают, фактически извращают принцип и свободы самовыражения, и принцип самоидентификации, извращают, переходя, на мой взгляд, границы не столько допустимого, сколько разумного. И это, на мой взгляд, является свидетельством кризиса западной политической модели. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Ключевые события июля на планете мы обсудили в программе «Мнение эксперта». Сегодня нашим гостем был Дмитрий Витальевич Тренин, ведущий научный сотрудник ММО РАН, профессор-исследователь Высшей школы экономики и также советник исполнительного директора фонда Горчакова. Спасибо вам, Дмитрий Витальевич, за разговор. Спасибо вам. Я уверена, Спасибо нашим вам, слушателям будет очень интересно послушать. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, оставляйте комментарии, и мы встретимся с вами скоро на новой программе фонда. Спасибо.